Доброго времени суток. У нас почти 600 подписчиков. При этом, если глянуть, сколько уникальных пользователей за ближайшие 28 дней, то их больше 30 тысяч уникальных пользователей смотрит мой канал за ближайшие 28 дней. И у нас 98 тысяч просмотров за ближайшие 28 дней. Эта статистика для меня говорит о том, что, возможно, вы пришли впервые на этот канал, и поэтому я вам сразу расскажу, где что полезно искать. Если вы уже опытный подписчик и знаете, где что искать, вы сразу переходите в тайм-коды и кликаете на основное видео. Если вы здесь впервые или не знаете, где что полезно искать, вам будет полезно послушать это интро. Насчет названия. Я зашит в рамки YouTube, и мне необходимо выбрать название до 100 символов, какую-то картинку с каким-то названием. Если у меня записывается видео на 1,5, 2, 4 часа, потом я вырезаю оттуда пустоты, когда я не говорю и просто читаю какой-то текст, то остается где-то там 1,5-2 часа. На эти 1,5-2 часа где-то 5-6 интересных моментов, которые обучают и повышают вашу IT-насмотренность. Чаще всего, когда вы заходите в видео и открываете комментарии, вот здесь есть блок, что вы узнаете. Это более полная информация о том, что полезного есть в этом видео. Это вступление, это основное видео. И мне в название надо вынести что-то одно. То есть, если вы пришли на конкретное название и ждете, что внутри будет все по этому названию, это не так. И я вас обрадую. В видео будет и то, что на картинке, и в названии, и больше. Такая специфика. Я создаю реальные IT-проекты и снимаю это все на видео, не вырезая сложности, для того, чтобы у вас формировалась ваша IT-насмотренность, чтобы вы сами могли применить те методы, которые я применяю. Я против инструкции, потому что инструкции вас не обучают. Я вам передаю настоящий опыт, который вы можете прожить, повысить вашу IT-насмотренность, чтобы вы самостоятельно справлялись с этими сложностями. Где найти что-то полезное? Если вы хотите создать сайт, к примеру, для продажи ваших услуг, или наоборот создать сайт для кого-то, то вы переходите вот сюда вот в плейлисты, листаете, наверное, в самый низ и смотрите вот сюда вот там, где 28 видео сейчас, веб-кодинг, создание сайта с нуля. Вам не надо будет платить программисту за создание сайта. Там показано, как купить домен, как привязать хостинг, как сделать маршрутизацию имейлов, как создать простой сайт, как сделать засеошенный сайт более чем на 300 страниц, как привязать платежную систему и как привязать сбор контактов с сайта, показаны ошибки не показывания в Google и разрешение этих конфликтов. Так что это полный гайд по тому, как вы можете создать сайт сами. Когда я слышу, что кто-то создал сайт за 20 минут, я понимаю, наверное, это речь о том, что было надиктовано какое-то техническое задание, которое реализовано в код, либо были использованы какие-то конструкторы, которые стоят денег. Здесь я показываю, как сделать это все абсолютно бесплатно. Вы не будете платить в месяц абсолютно ни за что. И полностью контролировать весь процесс. По моим ощущениям, это чуть больше, чем 30 часов, но зато каждый шаг показан, и вы сами сможете это все воплотить. Базовый файл по настройке окружения. Здесь сейчас 38 файлов. Вы можете просто выборочно глянуть, что вам нужно, что вам подходит, установить и работать. Этого достаточно для того, чтобы вы комфортно веб-кодили. Кому может быть полезно плейлист, роботы-парсеры, автоматизация. Если вы хотите связываться с бесплатной веб-автоматизацией, то вам есть смысл глянуть, как я это делаю. То есть я построил просто робота, который сам собирает данные из браузера и обходит ряд проверок. Строил при помощи искусственного интеллекта, а использовал бесплатно, без токенов. Хотя бы вам важно знать, что такое веб-селекторы и понимать, что я сейчас делаю. Вот что-то типа такого. Если вы понимаете, то можете смело пролистывать. Что интересно в этом видео, Paperclip автоматизатор. Здесь я общаюсь с Cloud-кодом, и он говорит о том, что связка Paperclip, Hermes и ZAI это даже интереснее, чем сам Cloud-код вот в этом видео. И дальше я поднимаю эту связку. Оркестратор, который 0 людей компания, управляет процессами. И вот счастливое лицо, что все получилось. Здесь есть инструкция, как вы можете самостоятельно настроить это все. 4 минуты. Вы заходите в это видео, открываете комментарии. Приятно, что написали слова благодарности, очень приятно. Переходите вот сюда, вот кликаете. Так, а проект переместился, да? Да, переместился. Вот, переезжаете сюда. Нажимаете вот эту зеленую кнопку и Download Zip. И у вас получаются все файлы и все инструкции. То есть вы просто даете ссылку на этот zip-архив вашему искусственному интеллекту, и он поднимает всю связку. Там достаточно сложно. Windows, Linux, они между собой должны общаться, обмениваться данными, чтобы вам не пришлось инвестировать там своих 30-40 часов в это все и кучу токенов. Вы можете просто забирать готовые файлы. То, над чем достаточно долго работал, создание гибридного приложения, 55 видео, и оно уже опубликовано
опубликовано в Play Market. Ближайшее действие — это еще накатить на Apple, и тогда уже заняться продвижением. Так что если вы хотите создать гибридное Apple Android мобильное приложение, то я показываю как. Моя вам рекомендация — заходить в плейлисты, выбирать, какой понравился по душе, и смотреть с начала до конца, просто как сериал под еду. Потому что если вы посмотрите какую-то серию, которая там 10 или 12, будет непонятно, о чем это. То есть я предлагаю перейти к началу, тогда вы поймете, какие взаимозависимости и какие чудеса мы делаем. Также создал сайт по проведению хакатона, где уже участвуют более 20 стран мира, и прямо сейчас проходит хакатон. Следующий будет в ноябре, так что можете записываться hackonvibe.com. Ну что, как говорится, можно вечно смотреть на то, как бежит вода, горит огонь, на то, как тебе выдают деньги, на то, как работает другой человек. Так что приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Сегодня хочется переделать чуть-чуть сайт по хакатону в плане его оптимизации, упрощения документации, потому что я остановился в скорости разработки, и гипотеза такая, что разросся в документации. Давайте переименуем наш диалог в оптимизация документации. Оптимизация документации плюс модульный монолит. Я хочу, чтобы ты проанализировал кодовую базу и предложил, ну или хотя бы файл навигация. Давай, наверное, чтобы по-быстрому ты это все сделал и буквально дешево за один файл, и предложил, с какого модуля ты предлагаешь начать создание модульного монолита по этому проекту. Я хочу в основном с ним даже пообщаться сейчас. Я хочу понять, правильно ли у меня гипотеза, что с каждым создавался один технический документ, и получается, что у нас уже больше 2000 документов, которые описывают функционал, и из-за этого я затормозился в разработке для того, чтобы приводить в соответствие всю документацию, но многое из этих документаций является просто мусорной, ее можно выкинуть, точнее в моем случае сократить и переписать. Сам факт переезда в модульный монолит уже косвенно выполнит эту функцию, но получается, я не буду контролировать факт качества того, как будет осуществлен этот переезд, потому что искусственный интеллект хорошо сам себя обосновывает и обосновывает какой-то явный бред, то я понимаю, что поручать ему эту ответственную задачу я просто не могу. Он сам себя завезет в какое-то такое болото, из которого мы не вылезем, поэтому необходимо определить модули, на которые будет разделен сайт по проведению хакатонов, выписать документацию по каждому из этих модулей и стереть всю старую документацию, чтобы он никак не путался, в том числе, потому что бывает такое, что я создаю новый функционал, он перечитывает старую документацию и ломает новый функционал, который я построил. Давайте почитаем, что он предлагает. Смотрел дешево, 2 запроса, без чтения всей базы. Вот цифры, на которых стоит вывод. 4 двери съедают 83% фронтейма. Мембер 5855, орг 5215, хост 3319, юбги 2307. Из них 4 файла кабинета, 9000 строк, орг кабинет IOTS 3400, мембер кабинет IOTS 2569, юбги кабинет IOTS 1713, хост Monagi IOTS 1274. Кто чаще всего импортируется, это и есть готовый шов. Hotskatcon MIOTS 38 мест, Edition MIOTS 26, Hotskatcon Settings MIOTS 22, CityNav MIOTS 15, Permissions MIOTS 15. Предлагаю начать с модуля редакции Hackathon не с кабинетов и не с авторизаций. 3 причины, все из цифр выше и из сегодняшнего дня. 1. Максимальный фан-ин. 86 мест импорта на 3 файла. Любой другой модуль все равно упрется в вопрос, какая редакция и чей это Hackathon, значит его надо закрыть первым, иначе остальные модули будут тащить старый доступ. 2. Шов уже почти прорезан. Эти 3 файла лежат в лип, они близки к чистым функциям, не завязаны на куки и сессии. Вынести их в модуль — это правка импортов, а не переписывание поведения. Дешево и обратимо. 3. Именно здесь сегодня все ломалось, а внерит был null, организационный был null, а клик по вкладке терял выбранную редакцию. Это не 3 бага, это один отсутствующий модуль. Владение и скоуп редакции размазаны по Hotskatcon совнерит, организацион совнерит, организерс и совнер, став релисы по куиры параметру страницы. Никто не отвечает за инвариант целиком. Граница модуля. Resolve Edition Env, Rec, Edition Simonagime, Settings вслуг, Авнеров вслуг. Правило. Никто, кроме модуля, не трогает таблицы Hotskatcon с Editions напрямую, и это ловится машинкой гриппом, ровно как у вас уже ловятся другие границы. Первый PR. Завести модуль, перевести на него 4 двери, поставить страж границы. Почему не авторизация первой, хотя болит сильнее? Там 3 хранилища сессии и 8 таблиц идентичности, Members Organizers UDGAS Soundsource профили с 3 таблицы сессий, живые пользователи и пароли. Это правильный второй модуль. После того, как в какой редакции станет одним вызовом, вопрос, кто я в этой редакции, распадается на чистый. Кабинеты трогать с последними. Они потребители, и те самые 9000 строк усохнут сами, когда под ними появятся модули. Оговорюсь честно, я смотрел объемы и импорты, а не читал код всех 86 файлов. Если хочешь, следующим шагом дешево проверю гипотезу фактом, посчитаю, сколько мест входит в Hotskatcon мимо лип Hotskatcon MIOTS. Это одна команда и сразу покажет, насколько шов дырявый. Когда я анализировал, сколько у нас времени уходит на создание кода и на приведение документации в порядок, я увидел, что 80% времени мы приводим документацию в порядок с изменившейся функциональностью сайта. Поэтому у меня есть такая гипотеза, что
много документации. Я хочу узнать, сколько мы тонн и тысяч файлов документации по проекту накопили на сейчас. И я бы, наверное, хотел начать с того, что мы возьмем документацию, которая сейчас описывает поведение первого модуля, и начнем причесывать это все под один легкий, понятный файл. Как тебе такой план? Сначала цифра, потом мнение. Цифры получены. Твоя гипотеза верна, но источник не тот, на который ты нацелился. Сколько накопили? Вся документация 235, 22, 216 DOS с Behaviors. Контракты веток 179, 76% всех файлов, 5436 план, реестр, бэклог, матрица 107 866 DOS map, карта проекта 16.2 853 DOS dev, правила и гейты 12.2 312. За последние 15 PR. Из 123 тронутых файлов 31. Это МД, то есть четверть всех правок уходит в документацию. Я и сказал. Главное число 179 файлов контрактов при 30 живых ветках на оригин. Ветки удаляются при мердже, делите бранч, значит 150 контрактов описывают работу, которая давно закончена. Они не архивируются, не сливаются, не удаляются, копятся, и при этом остаются под стражами. Страж сиротства требует ссылку, C26 требует актуальности, страж указателей ходит по ним гриппом. То есть мертвые файлы продолжают требовать обслуживания, вот откуда твои 80%. План хороший, но я бы поменял первый шаг, с чем согласен. Один легкий файл на модуль, правильно. Меньше мест правки на одно изменение поведения, с чем спорю. Начинать с доков первого модуля не даст эффекта. DOS-map это 16 файлов и 2853 строки, он и так маленький. Схлопнув его, ты сэкономишь проценты. Объем лежит в Behaviors, 76% файлов, и в план 7866 строк. И главное, не объем, а жанр. Документация разъезжается, когда пересказывает, что делает код. Это у вас уже описано 118 тысячами строк тестов, и они машинно проверяются. Дока, дублирующие тесты, обречена стухать при каждом PR. Класс с док разъехалась со счетом 30 в журнале, это и подтверждает. Он первый с большим отрывом, поэтому предлагаю в модульный файл класть только то, чего код и тесты сказать не могут. Границу модуля, инварианты, решения и почему они приняты, плюс ссылки на тесты доказательства. Решения меняются редко, такой файл почти не стухает. Что предлагаю сделать первым: ввести жизненный цикл контракта ветки. Живет до мерджа как антикраш якорь при мердже, либо одна строка решения уезжает в модульный файл, либо файл удаляется. Машинка ловит. Контракт, чьей ветки нет на оригине, которая смержена, просрочен. Это разово убирает 150 файлов и останавливает накопление. Ну, так то же самое, что я сказал, возвращает мне, то есть сократить тысячи документов до одного документа, который описывает конкретный модуль, дает мне мое же решение. Хитрец. Потом один файл на модуль редакция Hackathon, в жанре решения и границы, а не пересказ. Мерить эффект тем же учетом, что я построил. Доля МД в правках PR сейчас 25%. Через 2 недели посмотрим, упало ли. Иначе это будет ощущение, а не факт. Ровно то, от чего мы уходим. Начать с пункта 1 или сразу с модульного файла, скажи. Я бы начал с 1. Он дешевле, эффект больше и он останавливает утечку, а не вычерпывает. Давай глубже пойдем. Я хочу проанализировать еще глубже. Я считаю, что сейчас практическая философия обязывает создавать именно такую последовательность. И мне кажется, что практическая философия, хоть я ее сократил с 120 тысяч символов до 20 тысяч символов, она все еще тяжелая, и ее сложно применять. К примеру, правило «думай, задавай вопросы, спорь, планируй, получи разрешение на реализацию кода и только потом кодь» чаще всего не выполняется, и, возможно, из-за того, что ты не можешь удержать в своей памяти весь файл «Практическая философия», потом дополнительно навигацию и дополнительно SDLC. Мне кажется, что каждый из этих документов надо сократить, но вот до какого размера это все надо сократить, и нужно ли это сокращать, или у тебя миллион контекста, я даже не знаю, то есть вот миллион контекста, ты все это можешь удерживать в памяти или не все можешь удерживать в памяти, то есть я бы смотрел вообще в корень задачи. Возможно, мне необходимо переписать и облегчить эти файлы, которые стартовые, и тогда тебе будет легче их соблюдать и выкинуть из практической философии то правило, которое плодит огромное количество документов. И как мне сделать так, чтобы перед началом кодинга ты со мной пообщался, согласовал архитектуру, а только потом кодил. Потому что сейчас, несмотря на то, что я говорю перечитать практическую философию, это правило, к сожалению, никогда не выполняется тобой. И я пытаюсь смотреть в суть вещей, как получить результат, который у меня был. И насколько я помню, у меня хороший результат был, когда файл был более легкий. Тогда ты всегда выполнял этот контракт. Обработка. Я вижу, что в интерфейсе появилась новая кнопочка, такая Send Feedback. Баг. Интересно. Отвечу прямо и начну с твоего главного вопроса про память. При нажатии кнопки Bug Report, Send Feedback открывается просто такой вот input, Bug Report, Send, Submit Feedback, без скриншота, Cancel, Submit. Даже у нас на сайте поприкольнее сделано Bug Report. Здесь делается скриншот. Он делается. Скриншот Unavailable. Your description still helps. А что это он отвалился? О, со второго раза сделался корректно. Интересно, да, кстати, надо будет поправить. Вот он занимается, и со второго раза
Скриншот уже сделал. Сначала прямой ответ. Дело не в памяти, весь стартовый пакет 39605 символов. Это примерно 12 тысяч токенов. Я держу это целиком и без усилий. Сокращать ради того, чтобы влезло, не нужно, оно влезает с огромным запасом. Но твоя гипотеза верна по следствию, а не по причине. Доказательство – это сессия. Я нарушил правила, которые сам процитировал минутами раньше. Написал в ТЗ-16. Отправил применилось и запустил git push tail, получив exit 0 при отклоненном пуше. Следом git rebased 0.2.1 проглотил конфликт, и я пушил из недоделанного ребейза. Написал обратные кавычки в комментарии внутри шаблонной строки твоего журнала со счетом 5. Ответил, функциональность есть. Вот она в HTML класс присутствие и доступность, который в том же журнале. Полез в SQL вместо того, чтобы сперва воспроизвести твой экран. Ни один из этих провалов не был провалом памяти. Текст был передо мной. Правило срабатывает не когда его прочитали, а когда наступает момент действия, и в момент набора git push прозаический абзац не всплывает. Отсюда механическое правило, которое может проверить машина, но которое живет прозой, будет нарушено. Это не мнение, это счет из твоего же журнала. Док разъехалась, 30, набор угадан, 21, координата съезжает, 19. Все это годами написано прозой и зеркально. За эту сессию машинки поймали то, чего проза не поймала ни разу. Ред Басили не нашел незащищенную правку доки, Савергелин поймал С-26, Рипахагие не поймал Сори Баритруе, Ревьювер снял по 2 блокера за круг. Найдено противоречие, и оно и есть источник 179 файлов. Практическая философия МД-75 зафиксирует ТЗ в DOTS Behaviors ветка МД-DOTS Def SDLC МД-31 антикраш якорь, файл вне репозитория. Два стартовых документа дают противоположные инструкции про один и тот же артефакт. На практике побеждает философия, отсюда 179 файлов при 30 живых ветках. Убрать одну строку из философии, минус 150 файлов и минус целый класс регулярной работы. До какого размера резать надо не по объему, а по жанру. Критерий 1. Может ли это проверить машина? Да хук или страж, из прозы удалить. Нет, оставить. Это правило суждения. Мой ориентир. Ну, кстати, да, то есть, если я написал текстом, а это можно зашить в жесткие хуки, алгоритмы, которые уже не дают ему ни влево, ни вправо, то это должно быть убрано из текста и зашито в алгоритмы, которые автоматически триггерятся. Философия. Сейчас цель, что остается философия 22402 меньше либо равно 5000 роль. Спорить в серьезном в приоритеты то, что требует суждения. Итого 11к символов вместо 39,6к. Но сокращение само по себе не изменит мое поведение. Короткое прозаическое правило я нарушу так же, как длинное. Оно нужно, чтобы в файле осталось только неавтоматизируемое, иначе он читается как справочник, а не как контракт. Как заставить меня сфокусироваться перед кодингом неправилом? Гейтом. У тебя уже есть ровно такой механизм. Блокирует edit в рите по пути файла. Нужно добавить второе условие. При таусе edit в рите, дины пока в каталоге сессии нет файла цель MD с отметкой твоего одобрения. О, это мне очень нравится. Вот это он прямо в корень посмотрел мои задачи. Цель МД. Идеально. Ну и цель МД, наверное, антикраш якорь слишком обширно, а цель МД очень даже. Хотя цель антикраш. Антикраш понятно, что в любой момент все может закрашиться, а здесь уже все привязано к edit write, и оно тоже привязано к цели. Очень даже хорошо. Да, мне нравится. Формат 5 строк. Больше нельзя. Цель. Одной фразой, словами пользователя изменится. Что станет иначе в поведении продукта докажу. Каким тестом прогоном не делаю. Что в границе не входит вопрос. 1. Если есть. Ты отвечаешь одним словом. Хук снимает замок. Пока замок стоит, я физически не могу начать кодить, сколько бы ни хотелось. Идеально. Что это чинит разом? Фокус до кодинга. Я обязан сформулировать твою цель твоими словами и получить да. Это и есть тот пропускаемый шаг. 179 файлов. Этот же файл становится антикраш якорем, и он вне репозитория, как требует SDLC. Противоречие снимается, DOTS Behaviors перестает расти. Строку из философии можно удалить. Правило переезжает в хук, где оно исполняется, а не декларируется. Чем мерить? Идеально. Что стало лучше 3 числа? Все считаются машинно и 2 уже считаются. Доля МД в правках PR. Сейчас 25%. Число кругов демерджа. Учет я построил сегодня. Он уже пишет. Файлов в DOTS Behaviors. Сейчас 179. Если через 2 недели проза короче, а числа не упали, значит резали не то, и надо возвращаться к жанру, а не к объему. Что предлагаю сделать первым? Хук с целью МД. Он дешевый, проверяемый, один закрывает и фокус, и накопление файлов. Резать философию. Вторым шагом, уже зная, какие правила уехали в хуки и удаляются из прозы. Думаю, надо переименовать наш диалог. Цель.md, проза в хуке, плюс модульный монолит. Наверное, вот так вот будет. Ну что, надеюсь, сегодня было тоже полезно. Спасибо, что повышаете вашу IT-насмотренность вместе со мной. Желаю вам создавать отличные IT-продукты и быть долларовыми миллионерами благодаря им. Кодьте, создавайте шикарные IT-продукты. Спасибо за лайки, подписки и поддержку.